Мы уже разбирали с вами, друзья, золотую молодежь как особую касту, особенно, ну, по крайней мере, на примере российских, не только российских, вот этого постсоветского пространства, во что они превращаются, насколько это страшное зло внутри России, насколько это не менее ужасное зло, когда они выползают, и во что они превращают потом глобально мир, уродая просто своими ценностями, вернее, отсутствиями ценностей. Но давайте посмотрим, как они тратят, где и сколько, что называется, пока вы экономите последние копейки, которые они вам слегка оставили. Они тратят миллионы, ну, соответственно, ваши, потому что своих они зарабатывать не умеют в силу умственной деградированности. И это не оскорбление, это как раз уже рассматривали, да, подробно в предыдущих роликах, посвященных мажорам. Это результат уже просто научной работы об этом есть, отрицательной селекции. То есть нынешняя действующая власть себя селекционирует, именно себя, втаскивая в дела и темы своих детишек, которые, ну, к этому не готовы. Я уж там, не знаю, может Пескову дочь приводить в пример, которая единственный раз в жизни есть, причем хорошее образование, за рубежом, да бог с ним, там вот, да, давайте не играть в эти, не знаю, словоблудие, где что хорошо, то есть хорошее она образование получила, и она не способна была отличить, что такое судостроительство от судопроизводства, короче говоря. Вот, просто это можно было выучить. Я бы запросто перепутал. Я даже сейчас вспоминаю, как правильно сказать, почему. Ну, я же не еду единственный раз в жизни на уровне государства какую-то картинку изобразить. Но черт побери, выучить два слова, хоть каких-то пару терминов. Представляете, насколько там просто тынь-дынь. Вот, и эти тынь-дыни лезут управлять страной. Ну, еще раз, да, это такой небольшой экскурс, напоминание предыдущих серий. Но теперь поехали в следующей серии. Итак, пока вы экономите, они, конечно же, кушают и очень аппетитно, их просто они уже лопаются. На ваши деньги свои заработать не способны, это по ним видно. Дети элиты и почему им все можно. Ну, давайте разберем еще и что можно. Это продолжение, соответственно, серии про элиты и двойные стандарты. Зрители, которые вы в комментариях очень точно формулируют разрыв между патриотической риторикой для холопов и реальной жизнью самой касты, и вызывает это максимальное негодование. У вас, друзья мои, не люблю, когда кто-то негодует, всегда хочется какой-то позитив, призыв и сказать, что все не так плохо. Я вам говорю, все не так плохо, все нормально, вообще все зависит от своего внутреннего состояния, внутреннего позитива. Вообще я за славян не переживаю, не славяне, берите с нас пример, никогда не унывать. Больше того, хоть власть, хоть какой враг всегда боится улыбки. Хорошее настроение и доброе отношение пугает всегда сильнее. Вот просто берите это себе на вооружение. Как только я вижу в комментариях, мы ничего не можем, все печально, вы даете веру тем, кто вас грабит, что грабить можно дальше. Есть притча. Да, что там народ плачет? Да, иди, Дань, еще собирай. Что там, плачет? Да, рыдают на коленях стоят, бери еще. Что в следующий раз? Да, там приходит заданию помощник там какого-то завоевателя. Что там? Поют, пляшут, улыбаются, все им хорошо. Так, все, значит, стоп, все, больше ничего не берем. Вот, потому что дальше уже у нас заберут головы, да, образно выражаясь, ну, такая притча. Ну, поехали, итак, значит, комментируете вы, и вас это раздражает, не раздражайтесь, это данность, просто надо быть к ней готовыми, делать правильные выборы, пойми систему и управляй миром. Тем не менее, факты такие. Из расследования от 25-26, основанные на вот так, проекте, Форбсе, СМИ, и, соответственно, никаких тут выдумок, ну, помимо того, что мнение, конечно же, я высказываю, вы высказываете, а это уже имхо, ну, оно позволено. Патриотизм на экспорт, дети в враждебных странах. Пока родители говорят об изоляции и традиционных ценностях, дети их живут, учатся, отдыхают на Западе, ну, они так устают, в лакшери-курортах. В 25-м даже выносили законопроекты о запрете. Депутат Зинчук, в частности, и другие. Но это им не особенно мешает. Ну, выносят они для вас, чтобы вы посмотрели, они вынесли. Они у вас, пока вы смотрите на законопроекты, они у вас из дома выносят ваше будущее и ваших детей. Сын Алексея Чепы, депутата, вилла в Испании, 15 миллионов евро. О, блин, заработал, талантливый. Британское гражданство, соответственно. Дочь управляет британской компанией. Дочь Ирины Родниной живет и работает в США, поддерживает ЛГБТ. Дочь Сергея Лаврова, Екатерина, Колумбийский университет США. Дети, кстати, у Лаврова, по-моему, даже русский язык не знают. Эти вообще самые дальше всех пошли, талантливые. Так, меня все время поправляют, что Лавров заступался, я все время говорю там за детей Усманова. Я не имею в виду детей Усманова, я имею в виду, что, ну, детишек, как у меня тема мажоров, то я высказываю, что, в принципе, я кланами воспринимаю.
Так что не то, что я кому-то что-то привязываю, мне вообще плевать, есть там у них дети, вообще если нет, то это хорошо. У меня одно из любимых выражений, поговорка, да, когда не хватило денег на резиновое изделие, понимаете, то появляются изделия кожаные, но в принципе того же смысла, сути и содержания. Поэтому, ну, в общем, поэтому. Дети Железняка, Фетисова, Ремескова, Швейцария, Великобритания, Австрия, США. Дети Пескова, Мизульный, Сынова в Оксфорде и Швейцарии. Внуки Жириновского, элитные школы в Швейцарии. Свежий акцент 25-26. Несмотря на боевые действия и санкции, лакшери, отдых в Дубае, Мальдивах, а многие имеют... Еще раз, я даже, понимаете, я сейчас примеры не подкажу каждого слова привожу. Я вначале сказал, да, с каких ресурсов, а чтобы вот прям вот конкретно по фактам и все. Многие имеют иностранное гражданство, ВНЖ, бизнес, вундеркинды и госконтракты. Ну, какие они вундеркинды, я думаю, ладно, не буду повторяться в очередной раз. Итак, 23-летние наследники быстро получают активы, месторождения, доли, клан Патрушев, Кириенко, Рогозиных и другие. Из предыдущих материалов Дмитрий Патрушев, министр, вице-министр, ну, то есть они детишки, наследники олигархов, Forbes, 25 год, Юсуф Олег Перов, 28,7 миллиардов. Дети, просто кто они такие? Вот так, если бы не из России человек, ему скажет Олег Перов, он скажет, а кто это? Шейх, наверное, какой-то, да, в России, российский шейх, снежный шейх. У него там корабль пустыни верблюд, а у них корабли пустыни голодный народ. Корабль снегов. Юсуф Аликперов, короче говоря, 28 миллиардов. Дети Михельсона, 14 миллиардов каждый. Лисина и другие. Многие связаны с госактивами. Медь, Удаканская медь Усманова и партнеров, авиастроение. Региональные сыновья, дочери губернаторов и министров компаний на миллиардных госконтрактах, строительство, ресурсы. Система «Отцы и дети». По данным проекта, 76% высших чиновников имеют родственников во власти госбизнесе. Раньше это подробнее уже рассмотрели. Иммунитет от закона, золотая молодежь вне ответственности, классика, ДТП, драки, вечеринки, вплоть до международных дел. Ну, опять же, приведу в пример, такой яркий из последних, и это, соответственно, девушка приехала в Дубай, ей позвоночник сломали, то есть они не просто ушли от ответственности, на самом высшем уровне самой страны, Арабских Эмиратов, их защищали, давили на нее, на ее семью. Ну, не говоря уже о том, какие-то масштабы и насколько это планетарно, если и все как-то в сторонку отошли. Вот просто задумывайтесь, насколько это опасные товарищи. Классика такая, ДТП, драки, вечеринки заканчиваются либо мягко, либо ничем. Сын главы МВД Колокольцева Александр, 42 года, свежий скандал, 25-26, потратил 90 миллионов рублей на лакшери-отели в Дубае, все сидят в одном месте, Мальдивах. Они сидят там, где их родина, вот я считаю, да, забрали бы уже своих родителей, чтобы они нам-то жить не мешали, но так не будет работать. Они сами заработать-то ничего не могут, им надо тащить у вас, вот мои дорогие. Так что вот так вот, родители здесь, проживают и прожирают они там. На Мальдивах 86, больше 86, плюс, короче говоря, ночей за 1,5 года, пока бизнес в убытках. Бизнеса нет, а тратит много. Вот это мне в них больше всего нравится, кстати говоря, схожие ситуации с теми, которые на девочку напали, которая приехала отдохнуть. Дочь Сергея Цапка, Кущевская ОПГ, соответственно, сентябрь 25-го на Мерседес протаранил, напоминаю, тоже громкое было дело, и быстренько замяли его. Жилой дом под Таганрогом. Компания «Золотой молодежи», возможно, дети силовиков. Выжила, но дело освещалось как типичный мажор. Там наезжали на хозяина, он пробил стену в доме зимой. Там пенсионеры, по-моему, какие-то сейчас так по памяти уже. И ничего, нормально все, еще на них наезжали, чтобы они заткнулись, но резонанс пошел. Вас боятся, вы запомните, люди, вас боятся. Как раз раззвенелась какая-то новость. Не забывайте, лайки, распространение – это самое первое дело. Ну, едем дальше, ладно. Наследник миллиардного бизнеса в Новосибирске, 25-й год, арестован за смертельное ДТП. Старый, кстати говоря, вспомните Зубкова, сынок тоже. Да просто на каждом шагу. Зубков — это парк Тайган, опять же, Крым. Он там, ну, просто с ним боролись, все, кто боролись, те и напоролись. Там, вплоть до того, что там звери людей едят, уже сотрудницу съели. Когда ели гостей, ну, все было ничего, за сотрудницу запереживали немножко. Те, кто даже поддерживали данного деятеля, потому что именно ее там любили, какая-то вот одна из сотрудниц была. Но все равно сделать-то с ним ничего нельзя, да, почему? Потому что, ну, в общем,
Чечня вроде его поддерживает, любят они там тигриков, как-то через них он торгует. Это нашел в свое время Соболев, после этого на него так надавили, что его после этого никто не узнает. Я слежу за такими делами, поэтому я считаю, что перелом, кстати говоря, в этом блогере Соболев произошел именно тогда, когда он с Зубком поссорился. И я вам должен сказать, что заметно, что мало кто, кроме меня, увязал бы именно с теми днями, с теми событиями. Он тогда чеченцев очень сильно задел. А после того, как кто-нибудь задевает сильно чеченцев, очень сильно меняется в лице, и не только в лице, и в некоторых других мягких местах. Вот, а не тогда, когда ему там, его иностранным агентом назвали, это я не думаю. Сломали ему психику, там сказать, и мировоззрение, возможно, тогда. Кстати говоря, у Зубкова в результате сынок создает смертельное ДТП, и нифига, по-моему. Я так сейчас не смотрел, но уже тогда его отмазывали как могли, обращение делали родители, там несовершеннолетние, ну все как обычно. Я имею в виду из погибших, ну... Очередной пример. Старый, короче, у меня тут сопровождать я могу каждую строчку, так что давайте едем дальше, да, без отвлечений. Старые, но вечные. Золотая молодежь в драках ЧП часто уезжают или отделываются штрафами, увольнениями родителей, это максимум, а то и этим не отделываются. Аскеза для холопов, тем не менее, что не нам, значит, рекомендуют чиновники, патриарх, президент призывают рожать больше. Вот так вот. Голодные, но... глисты в скафандрах, да, больше даже нужно глистов в скафандре. Я не хочу обидеть мамашек, будущих, дай бог вам все здоровья, но что-то просто пришло в голову. Рожать больше, цель 2 ребенка на женщину. Вот так вот. Значит, 2 ребенка в одни руки. Я просто я даже не знаю, как это перевернуть. Ну, в общем, отдает вот этими, которые в Советский Союз развалились из-за своей жадности, были бестолковые, безнравственные, беспринципные, но выражения и обороты узнаваемые по сей день. Экономить, инвестировать в семью, рождаемость при этом, естественно, падает. Им говорят, давайте по 2 ребенка, а люди как, что, не семей, дарят квартиры мигрантам. Люди стоят годами, эти самые молодые семьи в очереди, обманывают их, в листы срываются. Стояли в очереди, хоп, увезли, значит, в Украину, говорят, иди там интересный, там что-то нужно срочно посмотреть. Поехал, значит, не вернулся, отлично. Замечательная семья получается. Женщина не может родить, если он уехал и не вернулся. В самолетике поиграть поехал, понимаете, и все, она стоит и говорит, ты что делать дальше? А ей говорят, сейчас мы тебе привезем из Афганистана. О, что ж надо? Она уже не стоит, у нее уже ноги трясутся. Говорит, спасибо, из Киргизии уже одного посмотрела, да, помните, из Киргизии напал один на студентку медицинского вуза. Вот так вот теряем медицинских, значит, работников. Ну, едем дальше. Итак, а элита в это время яхты, виллы, 90 миллионов на отели. Призывы к традиционным ценностям и многодетности на фоне детей элиты за границей и роскоши. Ну, то есть очевидный вывод. И это не отдельный случай, не системное. Еще, да, я вот тут даже сжатый себе сценарий сделал, но, как видите, не могу удержаться, чтобы не напомнить какие-нибудь дела конкретные. Системная наследственная аристократия, 25 династий по проекту можно посчитать, я так не исключаю, что и больше. Вообще, я когда-то слышал про 4 главных клана в России, то ли 4, то ли 5, человека, который, ну, скажем так, имел к ним отношение, ну, такое посредственное, ваши деньги им развозил, образно выражаясь. Вот, просто кланы, да, такие основные. Ну, я уж не знаю, может быть, киргизские, таджикские, может быть, армянские и так далее, да, может быть, диаспоры. Ну, в общем, тут не буду говорить, не буду утверждать. Представляю себе, как это работает, ну, если кроме меня, там, я не знаю, еще пара, может быть, каких-то блогеров, еще пока почему-то живых, никто об этом не говорит, то откуда же там набраться конкретных фактов и расследований? Приходится складывать какие-то минимальные утечки, рассмотрения проекта, у него свои акценты. Я свою картину строю. Передача ресурсов по фамилии убивает конкуренцию, естественно, ну, то есть вообще уничтожает то самое государство, которое они разворовывают, в чем парадокс. Социальную мобильность и будущие страны. Зрители правы, дорогие мои, вы правы. Почему, значит, вот эти детишки не на боевых действиях, которые они же, собственно говоря, и объявили и устроили. Не в обычных школах и не экономят. Правильно задаете вопросы, друзья мои, тот случай, когда с вами по большей части согласен. Спасибо за эти комментарии, спасибо за эти намеки, на какие темы стоило бы поговорить, да, какие-то уделить внимание. Так что мой призыв, как обычно, берегите себя, сбережете генофонд, сбережете свою культурную традицию, религию, ценности.
духовные ценности. Духовность это что такое? В очередной раз, да, давайте вспомним. Это этика, эстетика, знания. Все то, чего те, кто вам навязывают, уже не помнят, что это такое. Что такое красиво, некрасиво, что такое добро и зло, они просто не знают. И простите, они уже давно оскотинились. Дорогие мои, берегите себя. Вот мой призыв. Судя по комментариям, беречь пока что есть что.